Несмотря на то, что с момента обновления до версии 5.3.0 прошло уже достаточно времени, мы так и не обсудили эпиков, которые появились в базе данных после этого самого апдейта. Их, конечно, не так много, но тем не менее примечательные лица все же присутствуют. Дата-майнеры, отдельно взятые фейсмейкеры уже давным-давно выудили фейсы, которые появились в файлах игры, представили их на всеобщее обозрение, благодаря чему мы можем сделать выводы о том, кто какой футболист появится, в каком виде он будет представлен и, скорее всего, от какого клуба. Поэтому обо всем этом и предлагаю поговорить. Крепитесь! Новый сезон праздников уже близко. 23 февраля и 8 марта маячат на горизонте. Мужчины готовятся принимать носочки, а милые дамы – шоколадки. Но как насчет того, чтобы приобрести новинки по выгодным ценам и пополнить стимовский аккаунт без комиссии на PlayRock? К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. Пополнение Steam без комиссии и даже Telegram звезды. Закупайся цифровыми подарками на PlayRock по ссылке в описании. Отдельная благодарность фейсмейкеру под никнеймом GDE Facemaker за то, что конвертировал фейсы из eFootball прямиком в PES 2021 для наибольшей наглядности. Таким образом, мы напрямую сможем посмотреть на лица. Не обращайте внимания на формы, которые присутствуют у этих моделек, они проставлены, практически на рандом. И пойдем мы прямо по списку, который был представлен в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, если не подписаны, чтобы уж для наибольшей наглядности. И первым у нас идет Златан Ибрагимович. Судя по всему, времен выступления за ПСЖ. Почему делаем такой вывод? Потому что Ибрагимович представлен без бородки и без своих фирменных усов, но уже с хвостиком. Ибо в Милане он доигрывал также с хвостиком, но с бородкой и усиками, тогда как период за ПСЖ у него был, когда вот он был на голяк, что называется. Но это не самый главный вопрос. Главный вопрос заключается в том, дадут ли на этот раз Златану стиль охотник за голами, ибо как бы мы все не ругали того же Лиса у ворот, но также немало игроков отмечали, что такой стиль в принципе подходит Ибрагимовичу по ходу того, как он играл в реальности. Но в самой игре, конечно, этот стиль его лучше не делает, если честно. Второй примечательный игрок в этом списке — это, конечно же, Карлос Тевес. В отличие от своего первого появления, здесь он представлен с уже куда более длинными волосами, и, скорее всего, это будет версия от МЮ. Правда, в первом сезоне за Ман-Сити Тевес также бегал с длинными волосами, но с другой стороны, а смысл выпускать вторую же карточку от горожан после дебюта также в составе Манчестер Сити? Третий игрок в нашем списке — это Джованни Ван Бронхорст. Персонаж, между прочим, не новый для нашей игры, ибо он успел дебютировать еще в первой половине сезона, когда получил карточку с легендарным дизайном, будучи игроком сборной Голландии. На этот раз с высокой долей вероятности он прибудет к нам в качестве игрока от Барселоны, потому что его моделька была взята прямиком из PES 2017, а тогда он был представлен именно как легенда Барселоны. По сути, такая же ситуация и с Тиагой Алькантрой, который новым для нашей игры не предстает, ибо был уже дебют за Барселону, и вот мы снова наблюдаем его в файлах игры, только с моделькой из PES 2020, с короткой прической времен позднего выступления за Баварию, из чего можно сделать вывод, что, несмотря на отсутствие мюнхенцев, скорее всего, Тиаго Алькантара также будет представлен именно за Баварию. А вот один из немногих дебютантов в этом списке — это Кристиан Карамбю, игрок сборной Франции и мадридского Реала. Конечно, он не только за Реал играл, но одна из примечательных команд именно Реал. Он именно что дебютант в этом списке, ибо ранее он в игре не появлялся, в базе он также ни разу не присутствовал. И что про него можно сказать? На первый взгляд, это еще один игрок из числа крепких французских полузащитников. Но учитывая, что у нас и без того присутствуют не менее интересные полузащитники в лице Патрика Вейра и Клода Макелеле, не знаю, насколько сильно по нему будет ажиотаж и как много игроков за ним пойдут.
Рафаэль Маркес также не является новеньким среди представленных игроков, хотя некоторые из вас наверняка даже не в курсе, что он успел засветиться в eFootball. Но да, если кто-то действительно не знает, то мексиканец доступен в рамках эпического пака за 900 золотых монет. Тот самый пак с игроками национальных сборных. Рафаэль Маркес также там присутствует, и причем карточка у него не самая плохая, но очевидно, что цифр ему там не додали. Моделька на этот раз отличается от той, что представлена в игре, и скорее всего это будет куда более молодая версия времен выступления за Барселону, на что намекает его прическа в виде вот такого вот хвостика. Этот ролик готовился настолько долго, что двое футболистов из этого списка уже в одном шаге от того, чтобы появиться в игре. Это Ван Бронхорст и Маркес. На момент выхода этого видео они еще, конечно, не появились, но мы ждем их в понедельничном эпическом паке. Ну и еще один дебютант, второй по сути в этом списке, это игрок сборной Южной Кореи и также немецкого Айнтрахта, Чха Бонгын. Если я ничего не путаю, то после японца, который появлялся от Айнтрахта, он по сути становится вторым игроком от немецкой команды из числа эпических футболистов. Ну, по сути, тут мне добавить больше нечего. Ибо когда Konami подписывали соглашение с Айнтрахтом, и, мы все ожидали каких-то легендарных игроков от этой команды, наверное, на что-то большее рассчитывать не приходится, учитывая, что Айнтрахт хоть и неплохой клуб, но очевидно, что прям каких-то интересных легендарных футболистов, которые бы представляли для нас интерес как по цифрам, так и по своей личности, там, не то чтобы много.